Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу на примере повязки очень простой, но очень оригинальный узор. Спицы брала 3 мм, пряжа в 100 граммах 100 метров, это полушерсть. Шишечки делала крючком 3,5 мм. Число петель узора кратно 15 плюс 2 кромочные. Высота раппорта 12 рядов. Я набрала 15 плюс 2, то есть всего 17 петель. 15 петель плюс 2 кромочные. Начинаю вязать с установочного ряда, с нулевого. Этот весь ряд провяжу изнаночными петлями. Итак, первую петлю снимаю, и все остальные петли до конца ряда я провяжу изнаночными. Провязала установочный ряд. Теперь начинаем вязать с первого ряда. Первый ряд узора. Первую петлю кромочную снимаю. Провяжу 2 изнаночные. Первая, вторая. 4 лицевые петли. 2, 3, 4. Провязали. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Провязали 3 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные петли. Провязали раппорт и кромочная петля изнаночной. Мы провязали первый ряд узора. Переходим ко второму ряду узора. Все четные ряды мы будем вязать по рисунку. Второй и все четные вяжем по рисунку. То есть над лицевыми петлями мы будем вязать лицевые петли, над изнаночными будем вязать изнаночные. Первую петлю снимаю. У нас по рисунку идут лицевые, 2 лицевые. Далее по рисунку 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Далее по рисунку 3 лицевые. 1, 2, 3. Провязали. Далее по рисунку 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4 изнаночная. Провязали. По рисунку далее 2 лицевые. И заканчиваем. Провязываем изнаночной последнюю кромочную петлю. Провязали ряд. Третий ряд узора у нас вяжется так же, как первый ряд. То есть здесь мы также будем над лицевыми вязать лицевые, над изнаночными изнаночные. Как в первом ряду. Провяжем 2 изнаночные. 1, 2. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Провязали. 3 изнаночные петли. 2, 3. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Провязали. У нас остаются 2 изнаночные петли и кромочная петля. Ее мы провяжем изнаночной. Все, мы провязали 3 ряда. Переворачиваем. Будем вязать 4 ряд. 4 ряд, как и все четные ряды, будем вязать по рисунку. Над лицевыми вяжем лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные петли. Первую петлю снимаем. Далее по рисунку 2 лицевые.
4 изнаночные петли, 2, 3, 4, провязали. По рисунку 3 лицевые, 2, 3, по рисунку 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4 и по рисунку 2 лицевые. Провязали 2 лицевые, последнюю кромочную вяжем изнаночной петлей. Мы закончили вязать 4-й ряд. Приступаем к 5-му ряду узора. В 5-м ряду мы будем перекрещивать петли. Итак, 5-й ряд. Первую петлю будем снимать не провязанной. Далее вяжем 2 изнаночные петли. Теперь можете воспользоваться дополнительной спицей, но здесь петель немного, я вязала так. То есть я снимала, вот держала пальцами 2 петли на лицевой стороне. Потом провязывала следующие 2 петли лицевыми. Вот эти снятые петли вновь одеваю на левую спицу и уже провязываю эти 2 петли лицевыми, как обычно. Таким образом мы перекрестили петли. Далее у нас 3 изнаночные петли, 2, 3. Здесь снова перекрещиваем петли. Также снимаю 2 петли, оставляю на лицевой стороне узора. Провязываю 2 лицевые с левой спицы. Провязали. И далее вот эти снятые одеваю на левую спицу и провязываю их, как обычно, лицевыми. Провязали. Вот так у нас получается. У нас остается 2 изнаночные петли. Первая изнаночная, вторая изнаночная. И последнюю петлю кромочную провяжем изнаночной. Провязали. Закончили вязать 5-й ряд. Переходим к вязанию 6-го ряда. Шестой, как и все четные ряды в этом узоре, будем вязать по рисунку. Над лицевыми будем вязать лицевые петли, над изнаночными будем вязать изнаночные петли. Далее у нас по рисунку идут 4 изнаночные, 2, 3, 4. Далее по рисунку 3 лицевые, 2, 3. Далее по рисунку 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. И остается 2 лицевые и кромочная петля. Ее мы провяжем изнаночной. Переходим к 7-му ряду. 7-й ряд вяжем так же, как 1-й ряд. Здесь получается тоже все по рисунку. Первую петлю снимаю. 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Провязали. 2 изнаночные. И последнюю провяжем изнаночной. Это кромочная петля. Мы провязали ряд. Теперь переходим к вязанию 8-го ряда. 8-й ряд, как и все четные ряды, вяжем по рисунку. Первую петлю снимаем. По рисунку 2 лицевые. Первая лицевая, вторая лицевая. Далее по рисунку 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее по рисунку 3 лицевые. 1, 2, 3. Провязали.
Далее по рисунку 4 изнаночные, 2, 3, 4. У нас остается 2 лицевые. И последняя кромочная, ее мы провяжем изнаночной. Провязали 8 ряд. 9 ряд вяжем так же, как и 1 ряд. То есть так же, как и предыдущий, как и 8. 9 ряд. Снимаем кромочную. Далее 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Провязали. Остается 2 изнаночные петли. 1 изнаночная, 2 и последнюю кромочную также провяжем изнаночной. Провязали 9 ряд. Переходим к вязанию 10 ряда. 10 ряд, так же, как и все четные ряды, будем вязать по рисунку. То есть над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Первую петлю снимаю, по рисунку 2 лицевые. Далее по рисунку 4 изнаночные петли, 2, 3, 4. Провязали. Далее по рисунку 3 лицевые. 1, 2, 3. Провязали. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Провязали. У нас остается по рисунку 2 лицевые петли. И последнюю кромочную провяжем изнаночной. Мы провязали 10 ряд. Переходим к вязанию 11 ряда. Предпоследнего. Здесь мы будем делать шишечку. И я использовала для этого крючок. Кромочную снимаю. 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее 1 изнаночная. Следующая центральная петля. Вот из нее мы будем делать шишечку. Я беру крючок. Ввожу в эту петлю. Число накидов можно сделать вот как вам будет удобно. Я считала до 4. То есть вытягиваю петлю. Накид 1. Вытягиваю петлю 2. Вытягиваю петлю 3 и вытягиваю петлю. Теперь провяжу все эти петли вместе. А теперь мне надо опуститься в основании. Здесь вот мне неудобно показывать. Вообще это сделать очень просто. Просто на камеру неудобно. Опускаюсь в основание, ввожу крючок вот в перемычку, там такая перемычка внизу, вытягиваю рабочую нить и провяжу как бы соединительный столбик. Все, петлю мы провязали, шишечка готова, она у нас уже провязанная, перебрасываем ее на правую спицу и продолжаем вязать дальше. Изнаночная петля, провязали. Так у нас получилось. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. И последнюю петлю кромочную провяжем изнаночной. Провязали. Вот такой рисунок у нас уже получается. И нам останется провязать только последний 12 ряд раппорта. Далее узор повторяется с 1 по 12 ряд. 12 ряд, как и все четные ряды, вяжем по рисунку. То есть над лицевыми по рисунку сейчас вяжем 2 лицевые. Над изнаночными по рисунку сейчас 4 изнаночные. Вяжем изнаночные петли. 3, 4. Далее по рисунку 3 лицевые. Где шишечка, ее тоже провяжем лицевой. Провязали центральную петлю лицевой. Далее по рисунку лицевая петля. Далее по рисунку 4 изнаночные. 1, 2,
3, 4, провязали. У нас остается 2 лицевые петли по рисунку. И последнюю кромочную мы провяжем изнаночной. Все, раппорт узора готов. Теперь мы будем повторять узор до нужной длины, нужное количество раз, с 1 по 12 ряд. Я вязала полосу, равную обхвату головы, чтобы показать вам на примере повязки, как этот узор смотрится. Вот я связала уже полосу, равную обхвату головы. Теперь я ее планирую соединить по заднему шву. Я обычно соединяю столбиками без накида. Вы можете сшить с помощью иглы, как вам будет удобно. Вот так вот оригинально, мне кажется, смотрится. Вот схема, которой я пользовалась при вывязывании узора. Вот я уже сшила полосу при помощи столбиков без накида. Обвязала уже с одного края для того, чтобы придать повязке законченный вид. Получается у меня вот такой зубчатый край. И со второй стороны вот вяжу точно так же, покажу вам на второй стороне. Но сначала померяем ширину. Так, в не очень растянутом виде, в таком спокойном виде, не сильно растянутом, у меня получается 9,5 сантиметров. Ширина. Ну, обвязка тут она не сильно много забирает. 9,5 сантиметров. Ну и она еще дополнительно чуть-чуть тянется. Можно вязать столбики с накидом. Потом вот такую обвязку делать, будет полоса еще шире. Но это как на ваше усмотрение. Так, показываю, как я делала обвязку. Ввожу крючок в основание. Вытягиваю петлю. На крючке 2 петли. Оборачиваю рабочую нить вокруг этих 2 петель и провязываю их вместе. Вот и все. Вновь ввожу крючок в основание, вытягиваю петлю. На крючке 2 петли, оборачиваю их рабочей нитью и провязываю их вместе. Вот таким образом поступаем. Двигаемся по всему периметру повязки и обвязываем обе стороны. И повязка, получается, приобретает такой законченный вид. И такой красивый зубчатый край получается. Вяжем до конца. Вот такая повязка таким красивым, оригинальным, простым узором получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!